Эту историю дед рассказал мне только один раз. Это было в конце августа, поздним вечером, когда я гостил у него на даче. Мы сидели на веранде, сад уже потемнел, и дед долго молчал, глядя куда-то между яблонями. Потом он вдруг начал говорить, ровно, тихо, почти без пауз, будто давно носил это в себе и боялся остановиться. Я тогда просто слушал. Он не просил меня молчать и не пытался сделать из рассказа страшилку. Только в самом конце попросил одно — никогда не ездить в деревню с названием Горелая. Случилось это летом 1974 года. Деду тогда было 32. Он работал инженером на заводе 6 дней в неделю от звонка до звонка. Его тогдашняя жена Нина, красивая, легкая, на 2 года моложе его, работала чертежницей в том же проектном бюро, где они и познакомились. Они были женаты 4 года. И эти 4 года, как дед говорил, были вполне обычными. Не плохими, не особенно хорошими. Просто жизнь. Нину он вспоминал с тихой нежностью и с тем особым видом, каким люди вспоминают что-то, что сами же потеряли. Не по чужой вине, а просто так вышло. Отпуск в то лето им дали одновременно. Большая редкость. Нина мечтала о море, но путевки в Сочи достать не вышло. Тогда коллега Нины, женщина по имени Ольга Степановна, посоветовала им место, где сама якобы бывала несколько лет назад. Деревня в Псковской области, Горелая. По ее словам, там был особый воздух, тишина, молоко у местных и река рядом. Она дала адрес одной старухи, которая сдавала комнату, написала его на бумажке, сложила в 4 и отдала Нине. Дед тогда не придал этому значения. Не тому, что деревня называлась Горелая, название странное, тревожное. Не тому, что сама Ольга Степановна, по словам Нины, с тех пор больше никуда не ездила, хотя раньше каждое лето уезжала из города. Они просто взяли билеты на поезд, потом на автобус, потом часть пути шли пешком с 2 чемоданами по грунтовке, потому что до деревни рейсовый транспорт не ходил. Горелая стояла в низине, между 2 пологих холмов, поросших старым ельником. Дед хорошо запомнил первый вид деревни. Она открылась сразу, как они спустились с горки. Домов 20, не больше. Огороды, колодцы, покосившиеся заборы из темных досок. И озеро за деревней. Большое, тихое, цвета холодного железа, даже когда небо над ним было голубым. Нина сразу пришла в восторг. Дед чувствовал что-то другое, но тогда не смог бы назвать это словом. Просто место казалось ему слишком тихим. Не той тишиной, которая бывает в лесу после дождя, а другой, выжидающей. Хозяйку звали Аграфена Матвеевна. Старуха лет 75, сухая, маленькая, с руками, похожими на корни старого дерева. Она открыла им, провела в дом, показала комнату, чистую, с белеными стенами, кружевными занавесками, деревянной кроватью и иконой в углу. Все было прилично, все правильно. Дед попытался тогда разглядеть ее лицо получше, но сам не мог объяснить, почему. Что-то в нем не складывалось. Черты были правильные, но соотношение их было словно чуть сдвинуто. Как портрет, написанный человеком, который долго смотрел на оригинал, но рисовал по памяти. Первые 3 дня были хорошими. Дед ходил на реку с удочкой. Небольшая речушка текла в километре от деревни. Там брал окунь. Нина собирала цветы, рисовала что-то в блокноте, разговаривала с соседками. Аграфена Матвеевна кормила их простой, но хорошей едой.
вареной картошкой, квашеной капустой, творогом, вечерами яичницей с луком. По вечерам они сидели на крыльце и слушали, как стихает деревня. Дед тогда заметил две вещи, которые показались ему странными, но которым он не придал значения. Первое. В деревне не было детей. Вообще ни одного. Были пожилые люди, были несколько мужчин и женщин среднего возраста, тихих, немногословных, но ни одного ребенка. Дед решил, что молодежь, наверное, разъехалась по городам, а оставшиеся уже вышли из того возраста. Второе. Никто в деревне не купался в озере. На дворе стояла жара под 30 градусов, а озеро лежало в 100 метрах от крайних домов. Большое, с пологим берегом, с чистым дном, насколько можно было разглядеть. Но берег у него был пустой. Ни следов на песке, ни примятой травы. Как будто к воде никто не подходил давно. На 4-й день Нина попросила деда сходить с ней к озеру посмотреть. Он запомнил этот момент, как она взяла его за руку у калитки и потянула туда, где озеро открывалось за огородами. Дед тогда почему-то не хотел идти. Не потому, что боялся, просто не хотел. И все. Как бывает иногда с местами, куда не тянет без видимой причины. Но Нина шла уверенно, и он пошел следом. Озеро вблизи было красивым. Вода прозрачная, у берега светло-зеленоватая, дальше темнело до синевато-серого. Камыши по краям, запах воды и тины, обычное русское озеро. Дед стоял у воды и смотрел, как Нина наклонилась и опустила руку в воду, просто потрогала. Потом отдернула, сказала, что вода холодная, и больше к воде не подходила. Но пока они шли обратно, оглянулась через плечо 2 раза, а потом 3. Той же ночью Нина впервые не спала. Дед проснулся около 2, почувствовал пустоту рядом и нашел ее сидящей на краю кровати, спиной к нему, лицом к окну. В окне было темно, но она смотрела туда пристально, как смотрят на что-то, что видят только они. Дед окликнул ее. Нина ответила, что все хорошо, просто не спится и жарко. Они снова легли. Дед долго лежал с открытыми глазами. Ему казалось, хотя он не был уверен, что из темноты за окном доносится что-то похожее на пение. Очень далеко, очень тихо. Ни слова, ни мелодия, просто звук. Ровный и монотонный, как гудение провода. Утром он спросил Нину, не слышала ли она ночью что-то. Она посмотрела на него со странным выражением, не испуганным, скорее осторожным, и покачала головой. Дед решил, что это ему приснилось или почудилось, и пошел на рыбалку. Но следующей ночью повторилось то же самое. Нина сидела у окна, и звук снова был. Дед теперь не сомневался, что слышит его наяву. Что-то пело за деревней, со стороны озера. Он встал, вышел на крыльцо. Ночь была безлунная, темная, теплая для Псковской области. С той стороны, где было озеро, над ельником стояло слабое рыжеватое свечение. То ли отблеск от воды, то ли что-то еще. Дед смотрел на него минуты 3, потом вернулся в дом. На следующий день он пошел к озеру один. На берегу в камышах с северной стороны он нашел то, что сначала принял за старый плот или мостки. Подошел ближе и увидел деревянную конструкцию, частично затопленную, сильно потемневшую от воды и времени. Что-то вроде помоста на сваях, почти весь ушедший под воду. На сваях были вырезанные знаки, которых дед не узнал. Ни кириллица, ни латиница, что-то старше.
У одной из свай на уровне воды висела истлевшая веревка с остатками каких-то мелких предметов, похожих то ли на кусочки кости, то ли на потемневшее дерево. Дед не мог разобрать. Он не стал трогать, просто запомнил место и ушел. На 6-й день дед нашел в огороде Аграфены кое-что, о чем потом думал долго. Он пошел за дом по нужде ранним утром, когда хозяйка еще не встала. В дальнем углу огорода, за картофельными грядками, росли густые лопухи, и дед полез туда, срезая путь. Под лопухами, скрытые ими намеренно, судя по всему, стояли деревянные колышки, штук 12, вбитые в землю по кругу диаметром 3 метра. Между колышками была натянута темная веревка, и на веревке через равные промежутки висели птичьи перья и что-то еще. Дед не разобрал сразу и нагнулся. Это были маленькие фигурки из бересты, прижатые проволокой к веревке. Каждая фигурка изображала человека, грубо, схематично, но узнаваемо. 2 из них, висевшие рядом, были чуть крупнее остальных. Он посмотрел на них внимательнее. У одной из крупных фигурок на шее был намотан красный нитяной узелок. Дед вспомнил, что у Нины было похожее. Красная нить на запястье, которую она надела еще в городе. Она говорила, что подруга дала от сглаза. Дед раньше не придавал этому значения. Он не стал трогать веревку и фигурки, просто вернулся в дом. За завтраком он смотрел на Аграфену и думал о том, сколько пар до них она вот так принимала. Сколько раз накрывала стол с картошкой и творогом, смотрела на новых постояльцев тем же изучающим взглядом. Он попробовал осторожно, как бы вскользь, расспросить ее, давно ли она сдает комнату и много ли народу приезжало. Старуха ответила уклончиво: «Давно, а люди бывают, иногда не бывают». После этого она больше не сказала ни слова. После завтрака Нина снова ушла к озеру. Дед не пошел следом. В этот раз он решил проследить иначе. Обошел деревню стороной, через ельник, и вышел к северному берегу, откуда все озеро было видно, как на ладони. Нина стояла у того же пологого берега, где в первый раз опускала руку в воду. Но на этот раз дед увидел кое-что новое. В нескольких метрах от берега, прямо под поверхностью, плавало что-то темное. Большое пятно, размытое, медленно движущееся против течения. В озере, насколько дед знал, течения не было. Нина не шевелилась. Пятно в воде сделало круг и остановилось напротив нее. Они стояли так. Она на берегу, оно под водой, несколько минут. Потом пятно медленно ушло вглубь. Нина постояла еще немного и повернула обратно в деревню. Дед тогда долго сидел в ельнике, глядя на озеро. Пытался придумать рациональное объяснение. Тень от облака, большая щука, водоросли. Объяснение не придумывалось. Щуки не двигаются против течения в озерах без течения. Облака не делают правильных кругов. Он вернулся в дом раньше Нины, сел на кровати и думал. Именно тогда его впервые посетила мысль, которую он поначалу отверг как параноидальную. Что, если озеро изучает не Нину? Что, если все, что происходит с Ниной, только способ подготовить его самого, разведать, привязать место, сделать так, чтобы он оставался? Нина пришла к воде сама, добровольно, будто ведомая, и темное пятно в озере кружило именно тогда, когда за ней наблюдал он. Может, пятно кружило для него, чтобы он видел? Дед встряхнулся.
Это была уже совсем другая версия, неудобная, потому что она меняла все. Выходило, что Нина была не главной целью. Главной целью был он. В деревне он попытался расспросить местных. Немолодой мужик Прохор, который пас несколько коров на выгоне за огородами, на вопрос про озеро ответил коротко: не купаются, потому что дно илистое и можно засосать. На вопрос о конструкции в камышах Прохор объяснил, что это старые мостки, еще с тех времен. Когда дед уточнил, с каких именно времен, Прохор переменился в лице, убрал взгляд в сторону и сказал, что давно, еще до войны. Больше говорить не стал и через минуту нашел повод уйти. Дед смотрел ему вслед и думал, что мужик соврал. Он не знал, как именно, но соврал. К тому времени Нина начала вести себя по-другому. Не резко, не пугающе, но иначе. Она по-прежнему была веселой, ласковой, говорила с ним как обычно. Но несколько раз дед замечал, что она смотрит на него чуть дольше, чем нужно, с тем же выражением, с каким смотрела в окно ночью, как будто видит не его самого, а что-то за ним или сквозь него. И еще она начала ходить к озеру в одиночку. Просто уходила после обеда, говорила, что хочет подышать, и возвращалась через час. Дед однажды проследил за ней. Она стояла у берега и смотрела в воду. Не двигалась, просто стояла и смотрела. И по ней было видно, что ей там хорошо. Что-то в этой картине было неправильным настолько, что дед тогда впервые по-настоящему испугался. На 8-й день он случайно нашел в доме кое-что, что изменило все. Аграфена Матвеевна ушла куда-то. Нина была на прогулке, дед остался один. Он искал запасную свечку, в деревне периодически отключали электричество, и полез в шкаф в сенях, который хозяйка обычно держала закрытым. Шкаф оказался незапертым. Внутри был обычный деревенский хлам: тряпки, инструменты, старые банки и еще несколько фотографий, связанных веревкой. Дед взял их в руки. Фотографии были старые, на плотной бумаге. На каждой люди у этого дома. Первая могла быть снята лет 40 назад, может больше. Мужчина и женщина стоят у крыльца, рядом старуха. Дед посмотрел на старуху. Это была Аграфена Матвеевна. Те же черты, те же руки. Только, судя по одежде и качеству снимка, фотографии было лет 40-45, и за это время она должна была измениться заметнее. На другом снимке, тоже довоенном, судя по всему, снова была она. Лицо казалось чуть моложе, но не настолько, насколько должно было быть. Ни мать, ни бабка, ни просто похожая родственница. Слишком совпадали взгляд, руки, посадка головы. Дед долго смотрел, перекладывал карточки. На последней, совсем старой, пожелтевшей, стояла группа людей на берегу озера. В центре была женщина, которую он не узнал сразу, но что-то в повороте плеч, в постановке головы напомнило ему Аграфену. Та же манера держать руки сложенными впереди. Дед не был мистиком, он был инженером, материалистом. Всю жизнь верил в то, что можно потрогать руками. Он положил фотографии обратно, закрыл шкаф и постарался найти этому логичное объяснение. Может, он плохо смотрел? Может, фотографии были не той женщины? Может, это мать или бабка хозяйки, просто семейное сходство. Но объяснение не клеилось. Клеилось другое, то, что он не хотел думать вслух даже самому себе. В тот вечер за ужином он смотрел на Аграфену Матвеевну иначе и поймал момент, когда старуха взглянула на него быстро, почти незаметно. В этом взгляде было что-то похожее
на оценку. Так смотрят на вещь, проверяя, готова ли она к использованию. Той ночью дед не спал вообще. Нина ушла около 3. Он слышал, как она встала, тихо, осторожно, как в предыдущие ночи, как оделась в темноте, как прикрыла дверь. На этот раз он встал сразу. Натянул штаны и сапоги, набросил куртку, взял с подоконника тяжелый кухонный нож, не для того, чтобы нападать, а просто чтобы в руке было хоть что-то привычное и настоящее. На улице было темно и сыро, пахло хвоей и чем-то еще, сладковатым и тяжелым, как цветы, поставленные в воду давно. Силуэт Нины был виден метрах в 50 впереди. Она шла быстро, не оглядываясь, прямо к озеру. У воды уже было несколько человек. Дед подобрался к камышам с той стороны, где рос густой ивняк, и лег в траву, мокрую, холодную. Отсюда было видно хорошо. На берегу стояли женщины. 5 или 6, он не мог точно сосчитать в темноте. Он узнал 2 соседок, с которыми Нина разговаривала в первые дни. Узнал Аграфену. Горели несколько свечей, воткнутых в землю по кругу. В центре круга стояло что-то похожее на ту деревянную конструкцию из камышей, только поменьше. Деревянная плошка или таз, заполненный водой. Дед не мог разобрать, что именно, только видел, как блестит вода. Нина вошла в круг и встала рядом с остальными. Женщины начали делать плавные движения руками над водой в плошке, как будто что-то мешали или звали. Никто не пел. Была тишина, только тихое шипение свечей и плеск. Или нет, не плеск. Что-то двигалось в озере. Друг мой, если тебе нравятся мои истории, то будь добр, поставь лайк и напиши, откуда ты смотришь. Жду тебя в комментариях. А если подпишешься, то благодарности моей не будет предела. Дед смотрел на воду и видел, как в дальнем конце, там, где глубина, расходятся концентрические круги в безветренную ночь, без видимой причины. Потом Аграфена подняла голову и посмотрела прямо туда, где лежал дед. Он был уверен, что его не видно. Темнота, трава, расстояние. Но старуха смотрела именно туда. И держала этот взгляд долго, секунд 10, может 15. Потом медленно, очень медленно опустила голову обратно. Дед отполз назад. Поднялся только тогда, когда почувствовал под ногами твердую дорогу. И тут к нему пришло понимание, не постепенное, а сразу, как будто кто-то перевернул листок, и там была написана разгадка. Все, что он видел последние дни, выстроилось в одну картину. Нина стояла в центре круга. Но не потому, что ее выбрали, не потому, что озеро хотело ее. Нину привели туда, чтобы привести его. Он вспомнил Ольгу Степановну с ее бумажкой. Вспомнил, как легко они согласились ехать именно сюда. Вспомнил взгляд Аграфены за ужином, оценивающий. Вспомнил конструкцию в камышах и знаки на сваях. И еще одну деталь, которую заметил, но не осмыслил. В первый день, когда они только приехали, хозяйка посмотрела сначала на Нину, потом на него. На Нине взгляд не задержался. На нем задержался. Тогда она смотрела не только на лицо, на плечи, на руки, на то, как он держал чемодан. В деревне почти не было молодых мужчин. Оставались старики, женщины и несколько молчаливых, будто давно выжатых людей.
А он был взрослый, здоровый, крепкий, чужой, приехавший сам. Деревня называлась Горелая. Дед потом думал об этом названии. Что-то здесь горело. Или кто-то. Давно, может, сотни лет назад. И от того огня что-то осталось в воде. Он вернулся в дом. Собрал 2 чемодана в темноте, методично, быстро, не зажигая света. Документы, деньги, одежда. Оставил почти все лишнее. Потом вышел обратно к озеру. Нина все еще стояла в круге. Дед подошел к ней сзади, взял за руку крепко, без предупреждения. Она не сопротивлялась, просто обернулась с тем спокойным, пустоватым взглядом, который он видел уже несколько дней. Он потянул ее за собой. Женщины вокруг не двигались, будто главное еще не началось, и они не имели права удерживать его раньше времени. Аграфена стояла у воды лицом к озеру и не оборачивалась, или делала вид. Они шли быстро. Нина шла без вопросов, без сопротивления, просто рядом, туда, куда он ее вел. Это само по себе было странным. Обычная Нина задала бы 10 вопросов за первые полминуты, но это молчала. У поворота на грунтовку дед оглянулся. На берегу озера стояла Аграфена и смотрела им вслед. Ее было видно ясно, несмотря на темноту и расстояние. Либо глаза у деда привыкли к темноте, либо что-то другое, но старуха была видна отчетливо. И в ее позе не было ни злобы, ни угрозы, только спокойное ожидание, как у человека, который знает, что спешить некуда, который знает, что все равно. Дед повернулся и пошел дальше. До трассы они дошли к рассвету. Нина всю дорогу молчала. Не обиженно и не испуганно, а просто молчала, будто возвращалась из долгого сна и еще не проснулась до конца. На трассе их подобрал грузовик, шедший в сторону райцентра. Там дед нашел гостиницу, и Нина проспала почти сутки. Когда проснулась, была обычной. Спрашивала, что случилось, почему они уехали так внезапно. Дед сказал ей, что на заводе возникли срочные дела и нужно возвращаться. Она ему поверила. Или сделала вид, что поверила. Они вернулись в Ленинград и прожили вместе еще 2 года. Дед так и не рассказал Нине, что видел той ночью у озера. Она никогда не спрашивала про деревню, как будто тот отпуск выпал из ее памяти или лежал в ней в каком-то другом, закрытом месте. Развелись они по другой причине, уже в 1976-м, спокойно и без скандалов. Просто выяснилось, что жить вместе им скучно. Но дед запомнил-то и вещи, о которых не говорил никому до того вечера со мной. Первое. Когда они уже вернулись в Ленинград, дед попытался найти деревню Горелая на карте Псковской области. Ни в одном атласе, к которому он имел доступ, деревни с таким названием не было. Он написал запрос в областной архив, и ему ответили, что населенный пункт с таким наименованием в реестре не значится. Дед знал, что ехал туда, ходил по ее улицам и спал в доме Аграфены Матвеевны. Бумажка с адресом, которую дала Ольга Степановна, у него не сохранилась. Он помнил, что положил ее в карман пиджака еще перед дорогой, но после возвращения карман оказался пустым. А Нина говорила, что ничего не помнит о том, кто им посоветовал это место. Второе. Ольга Степановна умерла в 1975 году. Остановка сердца, 51 год, здоровая по всем показателям женщина. Дед узнал об этом случайно, через год после их развода. Третье.
Мина, как дед узнал через общих знакомых, уже в 80-е так и не смогла жить рядом с большой водой. Ни рядом с морем, ни у реки, ни на даче с прудом. Она говорила, что не может спать, когда слышит воду. В итоге переехала в маленькую квартиру в центре города, где окна выходили на глухой двор, и там ей было хорошо. После этого дед замолчал. Долго сидел, глядя в сад, туда, где в темноте угадывался силуэт старой яблони. Потом рассказал мне последнее. Один раз, лет через 15 после той поездки, он видел сон. В нем он снова стоял у озера, один, без Нины, ночью. Вода была спокойная и черная, и в воде на глубине двигалось что-то большое. Ни рыба и ни человек. Что-то, у чего не было ни формы, ни очертания, только движение. Оно поднималось к поверхности медленно, неспешно, как поднимается то, что никуда не торопится. Дед стоял, смотрел, не мог отойти, и понимал во сне, что уже близко, что вот-вот поверхность воды лопнет, и он, наконец, увидит, что там. В этот момент он проснулся. Больше этот сон не повторялся. Но иногда, стоя у воды, у любой воды, хоть у лужи после дождя, дед ловил себя на том, что смотрит вниз слишком долго, как будто ждет. Чего именно, он не знал. Или знал, но не говорил. В тот вечер дед попросил меня не ездить в Горелое, если вдруг мне когда-нибудь попадется такое название. Я пообещал. Той же ночью, уже в постели, я долго не мог уснуть и думал об этой истории. О Нине, об озере, о старухе с фотографией. Думал о том, что дед, рассказывая, несколько раз возвращался к одной детали. Аграфена при первой встрече смотрела на него дольше, чем на Нину. Нину привели туда ради него. Их туда вело что-то, что умеет выбирать, умеет ждать и умеет находить. Что оно не успело в 1974-м. За окном дачи шумел сад, и в этом шуме я внезапно расслышал что-то, или мне показалось, похожее на ровный, тихий, монотонный звук. Не ветер и не листья, что-то другое, ровное, как гудение провода. Я лежал и слушал, потом все-таки уснул. А дед в это время сидел на веранде еще долго, в темноте, в тишине, и смотрел в сторону низины за садом, где в прошлом году после дождей застоялась вода и образовалась небольшая лужа. Она давно высохла, но дед смотрел туда так, будто она еще была, как будто ждал.